Так что, конечно, до этого 8 лет были мирные относительно. Одним из аргументов для оправдания своего вторжения в Украину у россиян был вопрос: где вы были 8 лет, когда бомбили Донецк? А сам Путин в своих выступлениях неоднократно пояснял, что начал так называемую спецоперацию, потому что Украина якобы устраивала геноцид жителей Донбасса, который Россия должна была остановить. Долгие 8 лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде. И вот прошло 9 месяцев с начала вторжения, и теперь уже российские пропагандисты открыто признают, что на самом деле Донецк никто не бомбил, и все предыдущие 8 лет город жил практически мирной жизнью. К примеру, такое признание недавно в эфире радио «Комсомольская правда» сделали известные российские пропагандисты Сергей Мардан и Дмитрий Стешин. Мне вот не дает покоя мысль, вот Донецк, который 8 лет жил в условиях прифронтового города, но тем не менее в сравнении с тем, что сейчас, я так понимаю, что люди вспоминают об этих 8 годах как о почти мирных или нет? Ну да, мобилизовали это всех мужиков, да, кого смогли. Ой, ну как же так? Все российские телеканалы надрываются просто, рассказывая, как Украина страшно 8 лет бомбила Донбасс, просто издевалась как хотела. И тут вдруг выясняется, что, оказывается-то, эти 8 лет на самом деле были тихими и мирными. А в 2022 году, когда Путин решил спасти Донбасс, его жители и узнали наконец-то, что такое настоящая война. Кто не смог отмазаться, откупиться, сбежать, мобилизовали всех настолько, что пока не спохватились, там первый месяц женщины водили грузовики, развозили продукты. А такси там исчезло просто как класс. Так что, конечно, до этого 8 лет были мирные относительно. В общем, если вы не знали, что отвечать на вопрос, где вы были 8 лет, то теперь ответ на него вам подсказывают сами же российские пропагандисты. Теперь, если услышите такой вопрос, можете в ответ просто цитировать Дмитрия Стешина, который прямым текстом говорит, что предыдущие 8 лет на Донбассе была мирная жизнь, а жесть началась только в 2022 после того, как Россия решила помогать Донбассу и его спасать, и стала, в частности, устраивать вот эту массовую мобилизацию мужского населения, просто истребляя мужчин и массово угоняя их на убой. Причем характерно, что дальше пропагандисты признают, что Россия на самом деле сильно подставила Донбасс, навредила его жителям, не помогла, не спасла, а наоборот принесла много горя. И у жителей Донбасса есть все основания теперь ненавидеть Россию за это. У них не появилась ли усталость и ожесточение, что вот расковыряли все и доделать не можете, а мы вас так ждали? О, еще как появилась! Можете мне поверить. Именно поэтому, кстати, вы и ввели цензуру, чтобы жители Донбасса не могли говорить правду о своем отношении к происходящему, чтобы заткнуть им рот и чтобы правда о том, что вы сделали с Донбассом, не прозвучали. Но вся фишка в том, что рано или поздно любая ложь рассыпается, и правда все равно торжествует. И точно так же это прямо сейчас происходит на наших глазах, потому что реальность уже не могут отрицать даже сами россияне. И эта реальность состоит в том, что Россия сначала разожгла войну на Донбассе 8 лет назад, когда отправила туда Гиркиных, Козицыных, просто чтобы все разжечь. Затем 8 лет она не давала войне закончиться, специально ее поддерживала, срывая все мирные переговоры. И я знаю об этом не понаслышке, потому что я лично в этих переговорах о перемирии участвовал. Ну а в 2022 году вы и так знаете, и об этом уже даже сами россияне говорят, что Россия просто многократно увеличила масштаб боевых действий, превратив Донбасс в полнейшую такую территорию сплошной катастрофы и уничтожив целые города. И это все настолько очевидно, что отрицать это уже не могут даже сами россияне, как мы видим. Подписывайтесь на канал.